Откуда берутся кодовые продукты? Расскажите мне, сколько времени люди тратят на производство сыра? Массу времени. Вот от затраты этого времени сыр является сборщиком. Почему чай на общей траектории? Пытались договориться, прийти к миру. Мне что хочется, чтобы вы все понимали вот так вот. Не просто заучивали наизусть, а на самом деле знали, почему именно так, а не иначе. А вы уже просто наблюдаете за собой. Захотелось чая, значит, какая траектория сейчас? Общая. Захотелось кофе, личная траектория. Захотелось сыра, сбор пошел. Захотелось перца, пора оформить что-то. Доходчиво, доходчиво. Все, что я когда-либо делала, все, о чем я когда-либо говорила, сейчас все материализуется с огромной скоростью и становится вашей собственной жизнью. Все это подтверждено миллионами фактов. Откуда берутся кодовые продукты? Из времени, затрачиваем человеком на производство данного продукта и на его потребление. Какие продукты люди потребляют в массовом количестве? Соль и сахар, и даже не мыслят себя без этого. Они сразу как рождаются, им говорят, вот сладкое, вот соленое. Все, появляется кодовый продукт. Он есть в информополе. И о чем говорит соленое? В пространстве. Сладкое во времени. Похожи они друг на друга? Ну, похожи белые по цвету, кристаллики, похожи друг на друга, но получаются по-разному. Почему они разные? Одно из пространства, другое из времени. Потому что соль мы получаем выпариванием из обычного водоема. Информацию удалили. Что осталось? Пространство осталось. Мы удалили информацию, осталось пространство. А сахар мы как получаем? Сахар мы получаем уже из конкретного оформленного состояния продукта, пусть это будет сахарный тростник, пусть будет это сахарная свекла, но неважно, есть какой-то продукт. И потом этот продукт начинаем дробить, начинаем возгонять, начинаем определенным образом добывать. Через мед и через патоку, кстати. Где-то у меня есть запись, мы на Маврикии, на фабрике, где делают сахар. Там пчел, правда, видимо-невидимо. До сих пор, как выходишь, а дарят еще пакет с сахаром, идешь, а пчелы вокруг тебя. Но зато сразу выход на информосоты, да, через мед. Вы же сейчас ритм послушали. То есть сначала берут что-то, дробят, растворяют, превращают в патоку, потом выпаривают, но все идет через медовую структуру, через информацию. Понятно, почему это кодово? Вот мне что хочется, чтобы вы все понимали вот так вот. Не просто заучивали наизусть, а на самом деле знали, почему именно так, а не иначе. Расскажите мне, сколько времени люди тратят на производство сыра? Массу времени. Сколько видов сыров существует? Огромное количество, даже все не перечислить. Сколько народов едят сыры? Да все народы едят сыры. Вот от затраты этого времени сыр является сборщиком, потому что все им пользуются, все его едят, всем хочется. А когда они добирают, начинают есть так называемый голубой сыр, заплесневелый сыр. Нравится он вам или не нравится, это уже не важно, вы тут сами, это уже отношения, да? Но тем не менее, вот он сыр. А перец? Используют люди перец? Используют, это основная приправа. Еще остальных приправ вообще не знали, а перец уже насыпали везде. Что на всех столах стоит? Соль и перец. Соль и перец стоит всегда. Сахар вам приносит уже конкретно. Вот обратили внимание, сахар всегда приносит с напитком. Информация хранится в жидкости. И сахар несут обязательно с напитком, через жидкость. Так, на чай сколько тратят люди силы и времени? Является чай символом чего-то? Вот чего является символом? Почему чай на общей траектории? Вы знаете, что основная церемония чаепития в Японии, она была символом примирения. Когда приходили враги, они усаживались в чайный домик, чтобы договориться о перемирии, и всегда ставили чай. В японском чае не так много жидкости. Японский чай, он практически густой чай,
зеленого цвета. Почему зеленого? Уже теперь тоже знаете, да? Струна самообеспечения, струна контакта основная. И пытались договориться, прийти к миру. Вот поэтому чай вынесен на общую траекторию, на траекторию общего миролюбия. А кофе? Почему кофе на личную? Много кофе пьют люди? Очень много. Много плантаций производит кофе? Очень много. Как кофе готовят? Да как только не готовят, как только его не насыщают и что только не делают. Вы видели кофейные зерна? На что они похожи? Похоже, на самом деле похоже. Похоже на полушария, которые вот так укладывают. И цвет кофе – это как бы отсутствующий цвет. Это единственный цвет, которого нет в радуге. Это коричневый цвет. Вот все наши девушки, шатенки, они все очень редкого цвета, потому что цвет которого нет. Это коричневый цвет. И в страдостии семени на коричневом фоне необожженная материя. И кофе что делают постоянно? Поджаривают. Да? И после этого его еще перемалывают, еще что-то делают. Как, в общем, бывает с любой отдельной личностью. Если человек один, что с ним сделает окружающие? Сначала жарят, потом в муку превращают, потом выпивают, потом заваривают, да, потом что-то делают. Поэтому кофе у нас вынесено на личную траекторию. А вы уже просто наблюдаете за собой. Захотелось чая, значит, какая траектория сейчас? Общая. Захотелось кофе, личная траектория. Захотелось сыра, сбор пошел. Захотелось перца, пора оформить что-то, потому что перец всегда сыпет каждый сам себе, оформляя свое блюдо. И здесь вы также что-то оформляете, когда берете перец. Доходчиво? Доходчиво.